Сядь удобно, поставь стопы на пол. Почувствуй опору под телом. Почувствуй вес своего тела, плечи, спину, живот, руки, ладони. Сделай спокойный вдох и длинный выдох. Еще один вдох и выдох. Пусть тело получает сигнал. Сейчас можно замедлиться. Сейчас можно смотреть на тему денег без войны с собой. Перенеси внимание в область груди, потом в живот, потом в горло. Просто заметь, как тело реагирует на слово «деньги». Деньги, финансы, доход, расходы, цена, долг, выбор. Посмотри, где в теле появился отклик. Может быть, сжатие, тяжесть, пустота, напряжение, жар, холод, ком в горле, суета в голове. Или наоборот, желание ничего не чувствовать. Все это не ошибка. Это сигналы системы. Теперь вспомни одну конкретную финансовую ситуацию. Не самую большую, не самую болезненную, а ту, с которой психика может работать сейчас. Например, нужно посмотреть баланс, назвать цену за свою работу, отказать в лишней трате, попросить оплату, перестать спасать кого-то деньгами, открыть счет, разобрать расходы, не купить то, что покупается из тревоги, или признать, что пора действовать взрослее. Выбери одну ситуацию и как будто поставь ее перед собой, как картинку, не внутри себя, а перед собой, на расстоянии. Посмотри на эту ситуацию со стороны. Что в ней происходит? Что ты должен сделать? Какое решение принять? И теперь заметь, какой старый сценарий включается. Первый сценарий. Я доказываю. Деньги становятся способом доказать ценность. Доказать, что я не слабый, не хуже, не бедный, не неудачник, не тот, кого можно стыдить. Второй сценарий. Я спасаю. Деньги становятся способом заслужить любовь, быть нужным, полезным, хорошим, тем, кто помогает, даже когда сам уже без ресурса. Третий сценарий. Я избегаю. Деньги становятся зоной тревоги. Лучше не смотреть, не считать, не говорить, не открывать письма, не обсуждать цену, не входить в контакт с реальностью. Четвертый сценарий. Я покупаю любовь через подарки, через покупки, через уступки, через желание понравиться, через попытку закрыть внутреннюю пустоту внешней вещью. Пятый сценарий. Я наказываю себя. Не беру больше, не позволяю себе лучше, срываю рост, обесцениваю свой труд. Как будто внутри звучит:
Мне нельзя. Мне рано. Мне стыдно. Мне опасно. 6-й сценарий. Я боюсь стать больше, чем было принято в моей семье. Больше зарабатывать. Больше хотеть. Больше выбирать. Больше проявляться. Как будто финансовый рост может стать предательством старой принадлежности. Теперь выбери тот сценарий, который откликается сильнее всего. Не анализируй долго. Тело часто знает быстрее головы. Я доказываю, я спасаю, я избегаю, я покупаю любовь, я наказываю себя, я боюсь стать больше. Выбери один и скажи внутри: я вижу этот сценарий. Это старый контур. Он когда-то помогал мне выживать, защищаться или сохранять связь. Сейчас переведи внимание в тело. Где живет этот сценарий? В груди, в животе, в горле, в плечах, в челюсти, в руках. Положи ладонь на это место и просто побудь с ним несколько секунд. Теперь представь этот сценарий как образ. Не придумывай правильно. Пусть появится то, что появится. Это может быть ребенок, комната, старый голос, узел, стена, дверь, клетка, сумка, веревка, тень, записка, старая семейная фраза или просто ощущение. Посмотри на этот образ и задай ему вопрос: что ты пытаешься для меня сделать? Может быть, он отвечает: я защищаю тебя от стыда. Я не даю тебе рисковать. Я хочу, чтобы тебя любили. Я хочу, чтобы тебя не отвергли. Я хочу, чтобы ты был своим. Я боюсь, что денег не хватит. Я боюсь, что за деньги придется платить болью. Я боюсь, что если ты станешь сильнее, тебя перестанут принимать. Просто услышь, не спорь, не доказывай, не исправляй сразу. Скажи этому сценарию: я вижу, что ты пытался меня защитить. Я вижу, что за тобой есть страх, стыд, боль или желание любви. Спасибо за то, что ты когда-то помогал мне справляться. А теперь добавь: но сейчас я уже взрослый человек. Сейчас у меня есть больше выбора. Сейчас деньги могут быть не полем старой боли, а частью ясного обмена, опоры и движения. Сделай вдох и на выдохе почувствуй пол, опору. Настоящее время. Здесь и сейчас. Сейчас ты не там, где этот сценарий впервые появился. Ты здесь, в этом возрасте, в этом теле, в этой реальности. И сейчас можно отделить прошлое от решения. Представь, что между тобой и финансовой ситуацией появляется прозрачная линия. С одной стороны старый сценарий, с другой — взрослое состояние.
Старый сценарий говорит: докажи, спаси, избегай, купи любовь, не высовывайся, не проси, не бери больше, не смотри на цифры. А взрослая часть говорит: я могу выбирать, я могу считать спокойно, я могу говорить о деньгах ясно, я могу помогать без самопредательства, я могу хотеть больше без стыда, я могу видеть цифры без паники, я могу назначать цену без просьбы о любви, я могу отказаться от покупки, которая закрывает тревогу. Я могу делать один маленький шаг. Теперь выбери новую фразу для своего сценария. Если твой сценарий «я доказываю», скажи: «Моя ценность больше, чем мой доход». Деньги могут быть результатом обмена, а не экзаменом на право быть достойным. Если твой сценарий «я спасаю», скажи: «Моя любовь не обязана разрушать мой ресурс. Я могу помогать из избытка, а не из страха быть ненужным». Если твой сценарий «я избегаю», скажи: «Цифры — это информация, а не приговор. Я могу смотреть на деньги маленькими шагами и оставаться в опоре». Если твой сценарий «я покупаю любовь», скажи: «Близость не покупается. Я могу искать контакт не через траты, а через честность, тепло и присутствие». Если твой сценарий «я наказываю себя», скажи: «Я могу позволить себе больше без вины. Мой рост не является преступлением». Если твой сценарий «я боюсь стать больше семьи», скажи: «Я могу принадлежать и одновременно расти. Мой успех не отменяет моих корней». Выбери одну фразу, повтори ее внутри. Теперь представь, что эта фраза становится новым сигналом в теле. Не просто мыслью, а сигналом. Пусть она опускается в грудь, в живот, в спину, в руки, в стопы. Тело начинает узнавать: можно по-другому, можно не из старой боли, можно из взрослого выбора. Теперь снова посмотри на ту финансовую ситуацию, которую ты поставил перед собой. Она может быть той же, но ты уже смотришь на нее из другого режима. Спроси себя: какое одно маленькое действие я могу сделать из взрослого состояния? Не грандиозное, не идеальное. Одно. Открыть приложение банка, посмотреть баланс, записать расходы за день, назвать честную цену, отказаться от лишней покупки, не спасать там, где меня не просили, попросить оплату, разобрать один счет, отложить маленькую сумму, закрыть одну мелкую финансовую петлю, сказать «я подумаю» вместо автоматического «да». Выбери один шаг.
И представь, как ты делаешь его спокойно, без рывка, без самонаказания, без попытки стать идеальным. Просто один взрослый шаг. Теперь положи одну ладонь на грудь, другую на живот. Сделай вдох и выдох. Скажи внутри: деньги больше не обязаны решать мою старую боль. Я возвращаю себе право видеть, выбирать и действовать. Мой финансовый сценарий может меняться через маленькие взрослые шаги. Почувствуй стопы, пальцы рук, спину, пространство вокруг. Сделай еще один вдох и выдох. И заверши практику фразой: сейчас я выбираю не старый автопилот, а взрослое присутствие. Один ясный шаг, уже новая сборка. Когда будешь готов, открой глаза и после практики запиши 3 строки. Какой сценарий я увидел? Какая новая фраза мне нужна? Какой один финансовый шаг я сделаю сегодня? Не когда-нибудь, сегодня. Потому что перепрошивка начинается не с обещания себе новой жизни, а с одного действия, в котором старая боль больше не управляет выбором.